Вот такой вот газон значительно повышает стоимость дома. А вот так выглядит мой. Что это вообще за трава? Кроты перекопали половину участка. Строители накидали кучу гравия. Можно ли это превратить в нормальный газон? Привет, меня зовут Сергей, я уже 3 года живу в Америке и совсем скоро я планирую продавать вот этот дом. Поэтому сегодня я решил заняться его предпродажной подготовкой. И начать хочу я с того, что первым бросается в глаза – с газона. Поскольку у меня совсем нет опыта, помогать мне в этом будет ChatGPT. Он составил для меня пошаговый план восстановления газона и пункт номер 1 – борьба с сорняками. Правда, для этого мне придется использовать химию. И я, если честно, не совсем понимаю, есть ли среди этих сорняков вообще газонная трава. Очень надеюсь, что после обработки здесь все-таки останется хоть что-то, а не просто голая земля. Для обработки участка будем использовать селективный гербицид. По заверению производителя, он уничтожает более 500 видов сорняков, но при этом не вредит некоторым видам газонной травы. После обработки газон нельзя косить как минимум 3 дня. За это время средство впитывается через листья, проникает к корням и постепенно уничтожает сорняки. Ну а теперь остается надеяться, что в ближайшие несколько часов не пойдет дождь. Прошло 3 дня, и о результате еще рано судить, но теперь уже можно сделать покос. Поэтому сперва мы проведем небольшое обслуживание, заточим нож и покосим траву. Казалось бы, что может пойти не так? Но нет, сюрпризы есть на каждом шагу. Для начала нужно было открутить нож, но с первого раза ничего не получилось. Вместе с гайкой прокручивался и сам нож, поэтому сорвать ее не удавалось. Я скинул фотографию в чат GPT, чтобы получить совет, и первое, что он мне сказал: «Срочно переверни газонокосилку обратно на колеса». Оказалось, что в таком положении масло и бензин могут попасть в воздушный фильтр, а это уже может привести к поломке и возгоранию. Правильным положением оказалось поставить газонокосилку на дыбы. Заодно я решил побрызгать гайку ВДшкой, чтобы она легче поддалась, и уже воспользоваться гайковертом. Но перед этим я снял воздушный фильтр, и чат GPT оказался абсолютно прав. Он был полностью пропитан смесью бензина и масла. Я хорошенько его отжал и оставил сушиться. Теперь остается только надеяться, что после сборки газонокосилка просто заведется, а не устроит мне небольшой пожар. Дальше, закрепив нож с помощью струбцин и деревянных брусков, я хорошенько его подточил. Чат GPT подсказал, что острый нож не рвет траву, а аккуратно ее срезает. Поэтому после стрижки газон быстрее восстанавливается. Ну а главное правило при покосе – не срезать больше трети высоты травы и не косить ее ниже 80-100 мм. Тогда газон становится достаточно густым и высоким, чтобы перекрывать сорнякам доступ к солнечному свету. Прошло еще 3 дня, пора посмотреть результаты. Уже очень хорошо заметно, как цветочки клевера пожухли и листья начинают сворачиваться в трубочку. А вот эта длинная трава, похоже, вообще никак не пострадала. Кажется, гербицид сработал, как было задумано. Ну а теперь мы будем делать проверку почвы для того, чтобы потом ее удобрить. Я заказал вот такой вот Soil Test Kit. Я отбираю образец, отсылаю его в лабораторию. Лаборатория возвращает мне результаты. И потом на основании результатов мы подбираем правильное количество и правильный состав удобрения. Итак, вот такой вот набор. В нем находится пакетик для образца почвы, регистрационная карточка и конвертик, в который мы все это дело отправим в лабораторию. Тут уже напечатан лейбл, так что не придется заморачиваться. Образцы почвы нужно взять на глубине примерно 10-20 см, причем сразу в нескольких местах. Так мы получим более точное представление о состоянии всего участка. Самое классное про американскую почту, что здесь даже никуда ходить не надо. Просто закидываешь это в почтовый ящик, поднимаешь флажок и все готово. О, что-то пришло. Почтальон приедет, заберет. Ну, так что будем ждать результаты. Итак, первый шаг к восстановлению газона выполнен. И к моему большому счастью, после обработки здесь все-таки еще остался газон, а сорняки начинают потихоньку отмирать. После того, как придут результаты анализа почвы, можно будет подобрать подходящее удобрение
и перейти к следующим этапам восстановления. Ну а если тебе интересен этот проект и хочется увидеть, что получится в итоге, обязательно подпишись на канал. Для меня это огромная поддержка. Так я понимаю, что такие видео действительно интересны тебе, и это мотивирует меня продолжать снимать новые. Ну а впереди еще много работы, поэтому до встречи в новом видео. Пока-пока.